Всем привет, ребят! В прошлом видео про фрезерный станок F2 250 я показал, как привез его с металлоприемки. Также произвел небольшой обзор и выделил несколько интересных конструктивных решений данного станка. Ну а в этом видео проверю механическую часть станка и работоспособность системы смазки. Поехали! К моему счастью, станок не успели раздербанить, даже есть провода. И я хочу попробовать его подсоединить к 3 фазам. Но для начала хочу поменять масло и уже со свежим маслом запустить, если, конечно, он запустится. На станке обнаружил много разных самоделок. Вот, допустим, вот эта пробка посередине крышки. Здесь, по идее, должен быть установлен смотровой глазок для контроля смазки. Ну, как видно, здесь просто выточена металлическая заглушка. Простой заменой масла здесь вряд ли получится обойтись, и поэтому буду откручивать вот эту крышку. Заодно посмотрю, в каком состоянии шестерни коробки скоростей, и проверю наличие грязи в масляном поддоне. Откручиваю крайний болт и отодвигаю крышку. Пожалуй, начну с самого верха. Эти шестерни в отличном состоянии. Ни капли износа. Здесь тоже. Все замечательно. А вот и первое замечание. Видно, что вилка стоит вне блока. По идее, она должна стоять вот в этой прорези. Теперь понятно, почему ручка переключения скоростей не проворачивалась полностью и двигалась достаточно туго. Следующий вал у нас является промежуточным. На нем все шестерни должны закреплены быть жестко. Но видно, что имеется люфт на шпонках. Первая шестерня в хорошем состоянии. Вторая тоже в хорошем состоянии. А вот третья, самая маленькая, имеет достаточно большой износ. Зубья прям такие очень острые. На следующем валу шестерни выглядят хорошо, вилка на месте, все двигается и крутится. За той стенкой слева тоже находятся шестерни, но отсюда их не видно. На этом валу находится привод масляного насоса. Насос приводится главным двигателем через этот вал. Далее масляный насос засасывает масло из картера и по трубкам распределяет внутри коробки скоростей. По вот этой трубке масло подается на эти шестерни, по вот этой те, что спрятаны за стенкой. А вот по вот этой трубке мне кажется, что масло должно подаваться в верхний шпиндельный подшипник фрезерной головы. Заметил, что некоторые подшипники смазаны консистентной смазкой. Внутренняя поверхность коробки скоростей достаточно чистая. Но это и не удивительно, так как вся грязь смывается вниз, в картер для сбора масла. И что-то мне подсказывает, что ее там скопилось достаточно много. Первым делом необходимо порешать что-то вот с этой вилкой. Для этого с обратной стороны станка откручу крышку, отведу ее немного на себя и заведу вилку в канавку блока шестерен. Затем можно будет сливать масло через вот эту сливную пробку и промывать коробку скоростей. А вот еще одна точеная заглушка. На ее месте должен быть смотровой глазок. С этой стороны станка находится крышка с механизмом выбора скоростей. Как видно, ручка отказывается вращаться. Чтобы снять крышку, для начала попробую выдернуть конические штифты. Для этого использую свой самодельный обратный молоток. Накручиваю все необходимые переходники и после первого удара понимаю то, что резьба в конических штифтах сорвана и вытащить их классическим способом не получится. Откручиваю болты и замечаю то, что крышка прикручена всего лишь на 4 болта из 7 возможных.
Заглядываю в отверстие, где нет болтов, и обнаруживаю то, что отверстие в крышке не совпадает с отверстием в станине. Открутил крайний болт и вижу то, что шляпка болта проточена. И на этом моменте все мои подозрения, то что крышка не родная, подтвердились. Хоть все болты и выкручены, но крышка держится достаточно крепко, так как ее держат конические штифты. Для того, чтобы снять, беру отвертку и легкими ударами молотка отделяю крышку от станины. Крышка отделилась и держится на страховочном болте, который я предварительно закрутил в верхний правый угол крышки. Теперь остается передвинуть блок шестерню в правильное положение и прикрутить крышку обратно. После всех проделанных действий ручка переключения скоростей крутится как надо. С коробкой скоростей видимые проблемы решены, и можно приступать к замене масла. Откручиваю сливную пробку, и темное масло начинает сливаться. Судя по цвету и запаху масла, можно предположить, что оно достаточно долго не менялось. После того, как часть масла слилась, принимаю решение поднять отстоявшийся осадок, помогая рукой. После этого видно, что идет очень темное масло, содержащее в себе все продукты износа, которые там накопились. Грязи оказалось действительно очень много. Пока все это выгребал, нащупал какие-то шарики, какие-то осколки зубьев, но основной объем загрязнения составляет мелкая металлическая пудра. Очевидно, что после первого слива удалить всю грязь не получится, поэтому заливаю промывочное масло. В виде промывочного масла я буду использовать дизельное топливо. В этот раз помогаю кисточкой переместить всю оставшуюся грязь к сливному отверстию. Видно, что грязи еще достаточно много. После слива масла и одной промывки остается еще достаточно много грязи. Снова заливаю промывку и повторяю эту процедуру еще несколько раз. Ну и по итогу намылось вот такое количество стружки, шариков, а также обломков зубьев шестерен. По сути, этот мусор является остатками родной коробки скоростей, а точнее той части, которая находится на крышке. Ну что, ребят, подцепил 3 фазы, включаю рубильник. Солярку залил, нажимаю. Опа, ничего себе, работает. Как видно, сразу после пуска масляный насос подхватил масло. В моем случае это дизельное топливо. Его я залил для промывки системы и распределяет его по всему объему коробки скоростей. Система распределения масла работает, но не так, как хотелось бы. Видно, что где-то подтекают соединения и где-то поток жидкости направлен не туда, куда нужно. Беру эти наблюдения на карандаш, и в дальнейшем это предстоит доработать. Стоп. Итак, что получается? На данный момент известно то, что электрическая часть главного двигателя работает. Также работает система смазки коробки скоростей.
и можно приступать к дальнейшей проверке. А на очереди у нас контроль системы смазки верхнего шпиндельного подшипника фрезерной головы. Из коробки скоростей масло подается в верхнюю часть корпуса вертикальной фрезерной головы в районе верхнего шпиндельного подшипника. Чтобы проверить подачу масла, необходимо открутить вот эту верхнюю крышку, что я сейчас и сделаю. Крышку удерживают 4 болта, которые необходимо сейчас открутить. Убираю болты и поднимаю крышку вверх по шпинделю. И перед нами появляется верхний шпиндельный подшипник. Вижу, что он густо намазан консистентной смазкой. С одной стороны это хорошо, так как он имел хоть какую-то смазку. Но с другой это говорит о том, что централизованная смазка здесь не работает. Включаю обороты и ожидаю, когда жидкое масло поднимется из коробки скоростей, пройдет через перепускной клапан и заполнит пространство верхнего шпиндельного подшипника. Регулируя положение иглы клапана, можно добиться необходимого уровня заполнения верхнего шпиндельного подшипника жидким маслом. Затем масло сливается обратно в коробку скоростей. При этом часть его попадает на нижний шпиндельный подшипник. Погонял станок некоторое время, но подачи масла в верхний подшипник так и не дождался. Теперь надо проверить работоспособность механизма включения подач. Включаю ручку перемещения вправо и тишина. Влево включается мотор, значит работает. Включается, выключается. Включаю вертикальное перемещение. Включаю ручку направления подачи, и винт начинает вращаться. Переключаю ручку на продольное перемещение, и маховик с винтом также начинает вращаться. И остается проверить поперечное перемещение. Отлично! По механической части все подачи работают. Не работает лишь один из контактов включения прямого и обратного направления вращения двигателя подач. Также покрутил вот эту ручку переключения подач, и убедился, что все величины подач работают. Под столом находится гладкий вал, который постоянно вращается, и резьбовой винт, который вращается, когда включена продольная подача. А теперь хочу поподробнее рассмотреть коробку подач. Передо мной весь узел в сборе. Состоит он из электромотора, из редуктора, передаточное отношение 1 к 1. Нужен он, скорее всего, для смещения мотора относительно коробки, для более удобного расположения. На нем также имеется сливная пробка. И прикручивается это все к самой коробке подач. В верхней части коробки находится заливная пробка. В самой нижней точке коробки находится сливное отверстие для масла. Также имеется смотровое окно для контроля уровня масла. Ну а здесь находится плунжерный масляный насос, который отвечает как за смазку самой коробки подач, а также за смазку направляющих, как продольного, так и поперечного перемещения. Следующим шагом хочу открутить вот эти пробки и проверить наличие масла как в редукторе, так и в коробке подач. Откручиваю пробку, и, к сожалению, масла в редукторе не оказалось. Забегу вперед и скажу, что в коробке подач тоже не было масла. Немного ранее, вот до этого уровня, я залил дизельное топливо, в надежде, что часть грязи можно будет вымыть из коробки путем слива этой жидкости. Закручиваю сливную пробку обратно, и на этом промывку коробки подач пока завершаю. Теперь надо открутить масляный насос.
Проведу его ревизию, а также появится смотровое окно, через которое можно рассмотреть наличие грязи в коробке подач. Масляный насос коробки подач прикручивается 4 болтами М6. В корпусе коробки насос установлен с натягом. И для того, чтобы его вытащить, на фланце насоса предусмотрены 2 сквозных резьбовых отверстия. В них вкручиваются болты, и поочередно затягивая каждый, можно выдавить насос из корпуса коробки подач. Но для таких целей у меня есть обратный молоток. Вкрутил переходник под М6, пару ударов, и масляный насос у меня в руках. Теперь открылся небольшой доступ к внутренностям коробки подач, и можно проверить на дне коробки наличие продуктов износа. Простая промывка соляркой не очень помогла, часть грязи по-прежнему осталась, и на пальцах ощущается мелкая металлическая пудра. Ясное дело, что почистить коробку через вот это отверстие не получится. Но можно попробовать вот эти 2 варианта. Первый — это открутить переднюю крышку, где находится ручка переключения, а второй — это снять всю коробку целиком. Появится хороший доступ к внутренностям коробки, и все это можно будет хорошо промыть. Ну а теперь немного про масляный насос. Выглядит он вот так. Сверху насоса выпускное отверстие. В него укладывается шарик, и он играет роль обратного клапана. Снизу насоса впускное отверстие, здесь имеется сеточка. Как оказалось, насос немного клинит в нажатом положении. Сейчас насос клинит не очень сильно, так как я уже частично устранил проблему. После того, как я его снял с коробки подач, плунжер можно было вытащить только пассатижами. Более подробно про насос есть в моем инстаграме и ВК. Ну что ж, ребят, видео подходит к концу. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии с вопросами, жалобами и предложениями. Всем пока!